Пока ты мучительно пытаешься разловить очередной модный воблер за 2-3 тысячи, рядом с тобой обычный дедок в рваных сапогах таскает одного крокодила за другим на обычный кусок царапанного железа. Обидно? Да, еще как обидно. Сегодня раскрою тебе секрет щучьего гипноза и докажу, почему легендарная советская блесна «Атом» — это не просто ностальгия по СССР, и не какая-то блесна из сундука у дедушки, а реально смертоносное оружие, которое косит хищника уже более 70 лет и делает это эффективнее любых разрекламированных суперприманок. Немного разберем физику, которую от вас скрывают маркетологи. Научимся технике, которой боятся новички. И я покажу вам, как один маленький шнурок с сосис-крючком навсегда избавит тебя от матерных криков на реке из-за схода трофеев у самого борта. Это будет несколько минут горькой правды, но правды. Без воды и лишнего бла-бла-бла. Только металл и только результат. Погнали! Многие думают, что атом — это просто кусок штампованной стали из прошлого. Рыбалка движется вперед, технологии идут вперед. И стоит ловить на суперреалистичные воблеры. Только на них ты поймаешь рыбу. Да хрен там. Это большая, огромная ошибка. Название появилось после войны, когда весь мир бредил атомной энергией. И работяги на оборонных заводах увидели в этой форме очертания, похожие на атомную бомбу. Да, так и появился атом, и он реально взрывает водоемы. Реально. Посмотри на эту геометрию. Широкая нижняя часть, такой мощный изгиб красивый. Пропорции, но просто песня. И вот сейчас я хочу, чтобы ты посмотрел на эту приманку глазами рыбы, глазами хищника. Не как обычно ты это делаешь с точки зрения покупателя. Не нужно разделять красивое, некрасивое, новое, старое. А лучше разберемся, что она делает в воде. Как она взрывает мозг щукарям. Это главное. Широкая нижняя часть не просто такое красивое пузо. Это момент воздействия, это площадь, это давление, сигнал. Глубокий изгиб и грушевидная форма — это не просто дизайн. Это механика движения, это амплитуда, это характер, если хотите. Свой, эксклюзивный, атомный характер, отвечаю. Идеальные пропорции атома — это не повезло. Это баланс, при котором блесна не превращается в мусор при первой же ошибке, а остается в рабочем состоянии. Маркетологи стараются, надо отдать им должное. Они впаривают тебе цвет, красоту, реализм, там кислотный, флуоресцентный, натуралка либо не натуралка, чешуйки, глазки. На это одни, там другие. Одни глазки прямо тебе в душу заглядывают. Ну бред все это, бред. Забудь про это. Щука в первую очередь это засадный хищник. Щука не будет играть с тобой в догонялки, как собачка. Это мощный, жесткий хищник с совершенным биологическим сонаром на борту. В мутной воде, в сумерках, в густой траве хищник не видит твой 3D-рисунок, твои супер-супер глазки. Щука слышит гул, вибрации и считывает их своей боковой линией, четко, без ошибок. Благодаря своей форме атом создает мощные низкочастотные колебания, которые щука, да любой другой хищник считывает на большом расстоянии. Это прямой удар в мозг. Там плывет жирная, неповоротливая плотва. Она болеет, она ослаблена. Она твой легкий обед. Нужно лишь подойти и сожрать. Это не просто игра приманки, это рефлекс на уничтожение. Щука атакует не потому, что голодна, а потому, что тупо не может игнорировать этот сигнал. Это и есть тот естественный гипноз. Атом прекрасно работает в тех условиях, где твой красивый пластик изо всех сил создает иллюзию реализма. Но проигрывает обычной железке по умению создавать сигнал. Сигнал для атаки хищника. Мутная вода, ветер, волна, трава, сумерки. Там щука не рассматривает. Щука там прислушивается. И если ты наивно думаешь, что в таких условиях тебя спасет какая-то новомодная расцветка, увы, нет. Ты просто лечишь не ту болезнь. Давай честно, откинем кто что любит, воблеры, железо, силикон, неважно. Смотри, воблер пытается имитировать живую, здоровую рыбку, пытается добавить ей реалистичности за счет внешнего вида, расцветок, глазок. Инженеры пытаются скопировать один в один биологический корм, но это и есть огромная ошибка, как в спиннинге, так и в нахлысте. Поверьте, даже реалистичные мушки,
как называют реалистики, ловят намного хуже обычных имитаций. Поверьте мне, я 46 лет ловлю на мушке. Щука, она не дура. Ей нет смысла гоняться за здоровой добычей. Зачем тратить лишнюю энергию на догонялки, когда ей можно просто подойти и сожрать ослабленную добычу? Ей не надо бегать, чтобы согреться. Ей надо тупо пожрать. Ей нужен шанс быстрой и легкой победы. Вот почему щука, да и другие хищники чаще выбирают удобное, а не красивое. Не идеально похожее, не точь-в-точь, а больное, слабое и уязвимое. Атом за счет своей формы, своего глубокого изгиба совершает ленивые и очень размашистые движения. Атом имитирует не просто рыбу, а предлагает шанс. Для щуки это сигнал. Эта рыбка при смерти, кашляет, пыжится, она не убежит. Это биологический триггер, который должен быть у каждого в голове, у каждого рыбака. И вот тут очень важно. Можно сколько угодно спорить про топ-10 приманок на щуку, про топ-10 воблеров прошедшего сезона, про лучший твич, но ты никогда не перепишешь базовую логику охотника из засады. Никогда. Пока ты твичишь свой пластик, создавая хаотичный шум, то так, то так, атом в это время методично просто вбивает в воду одну и ту же частоту, один и тот же ритм, заставляя хищника заинтересоваться, выйти из оцепенения. И вот почему иногда происходит магия, которую люди не понимают. Воблер молчит, а железо ловит. Нет, я не пытаюсь разделить дорогое и дешевое. Я пытаюсь донести до вас, что металл доставляет ровный, точный сигнал, который воспринимается рыбой как слабость. Это просто рефлекс уничтожения слабого. Легкая добыча, быстрая победа. Все новомодные пропиаренные приманки – это лишь фастфуд маркетинга. А старое доброе железо – это реальный ключ к инстинктам, которые не меняются миллионы лет. Не веришь? Давай поспорим. А теперь о главной боли. Столько говорят про атом, столько песен про него спето, а он, сука, не ловит. Почему он тебя не ловит? Да потому что ты себя ведешь на воде, как Иван-дурак из русской сказки. Не в обиду. Ты пошел, купил, тебе в уши влили, все это супер-воблер, это твоя золотая рыбка. И теперь будут красивые девки, дорогие машины, куча бабла. Да нет, ничего не будет. Ты бросаешь приманку и начинаешь крутить, как будто ты участвуешь в гонках. Чем сильнее ты крутишь, тем сильнее идут вибрации в бланк. Приятно, чувствуешь, что она работает. Да не тут-то было. Ты не голый, и ты не около бани. Задача не спешить. Атом не предназначен для гонок, для быстрой проводки. Блесна срывается в штопор, начинает бешено-бешено вращаться. И что мы получаем? А получаем то, что щука моментально считывает. Это подделка, это металл, это не еда. Все. Штопор – это приговор твоей рыбалки. Запомни, атом – это не реки. Атом – это не скорость. Он ее не любит. Секрет атома – это игра на грани срыва. И я хочу, чтобы ты понял, это не красивые слова. Это конкретное состояние приманки. Проводка на грани срыва. Ты должен вести блесну либо максимально медленно, либо на равномерной проводке ускорять ее и поймать вот этот момент перехода из нормального колебания в момент срыва на штопор. Просто короткая пауза, остановка и снова равномерное движение. Атом должен переваливаться с боку на бок, лениво, вальяжно. Можно слегка поддернуть, чтобы она как бы шла как подранок. Ты должен добиться имитации слабой добычи, хромой, если хочешь. Чтобы как бы она подхрамывала, пыхтела, сопела, как будто идет на последнем издыхании. И это не пожелание, не рекомендация. Это требование, которое ты должен выполнять. И тогда у тебя будет все работать. Если ты ускорил, получил штопор, потерял сигнал, показал щуке подделку. Но если ты сможешь удержать ту узкую грань между срывом и дикими колебаниями, вальяжным, размашистым движением, именно тогда ты словишь вот этот самый гипноз. Щучий гипноз, который сводит щукаря с ума. Она реально, башка взрывается. Ведешь и стараешься чувствовать каждое колебание металла в бланке твоего удилища. Только почувствовал, что пытается уйти в штопор, замедление. Не пауза, замедление. И вот еще что. Не знаю почему, но многие боятся медленной проводки. Засыпаете вы, что ли? Многим хочется быстро крутить. Медленно им скучно. Кажется, что приманка не работает, и там ничего не происходит. Происходит, но не в твоей голове, а в башке у щуки.
Именно это состояние полусмерти в движении приманки и есть тот самый гипноз, который заставляет даже самую ленивую, самую запрессованную щуку выйти и атаковать. Но поймать и соблазнить ребят — это только полбеды, это половина задач. Самая большая боль любого рыболова — это сход под ногами либо у лодки. Ты схватил, тащишь эту мамку, ну вот он, вот ты его видишь, трофей. Мечта твоей жизни. И пам, удар башкой, все выворачивает, и рыба уходит в глубину, оставляя тебя с такими трясущимися руками и матом на весь водоем. Знакомо? Мне тоже. Почему это происходит? Потому что ты используешь до сих пор стандартный тройник. Да, снасти из прошлого, дедовские основы — это очень хорошо. Атом — это легенда, она работает. Но давайте включим мозг и физику. Давайте к этой легендарной блесне добавим то, что придумали сейчас. Добавим современные подходы. Одинарник всегда лучше тройника. Он всегда лучше зацепит и удержит рыбу. Но если ты хочешь совместить уловистость легендарного атома и эффективность на вываживание, тогда выбрасывай свой тройник и ставь ассист. Это не украшение, это не мода. Это шанс не упустить рыбу. Так и никак иначе. Как ни крути, но щуке легче засосать одинарник, чем тоже тройник, и влетает первым. И как бы она ни крутила башкой, шансов сойти просто ноль. Шнур дают полную свободу, рычага нет, блесна болтается отдельно, а одинарник уже глубоко в пасти. Не просто один маленький фрагмент от тройника, который еле-еле зацепился, а весь, он пробил и никуда уже не денется. И еще раз, чтобы дошло, ассист — это не украшение для блесны, это не мода, это полное отключение причины схода. Многие пытаются гонять приманки там, где чисто. Не бойся крепких мест. Тот же атом незацепляйка пройдет, тот же атом с ассистом пройдет. Ты сможешь проползать через коряжники, густые заросли, где твой супервоблер останется висеть вечным памятником и доказательством твоей неопытности. Иди туда, где рыба, где она стоит, где она прячется. А не туда, где можно провести свой воблер без зацепов, без коряг и без рыбы. И вот тут включается второе преимущество. Ты сходишь с этой узкой дорожки, с этих ограничений, которые дает тебе тройник, и ты смело лезешь туда, где живет щука, где ей хорошо, спокойно, там, где она охотится. А теперь тактика для тех, у кого крепкие нервы. Бывает, что щука идет, провожает блесну до самого борта, но многие ее сразу вытаскивают. Ну, не повезло, да? Не повезло. Она подходит, смотрит на тебя янтарными глазками, но не берет. Ты смотришь на нее, утираешь слезу и делаешь новый заброс. Так делает обычный рыбак. Вынимает, психует, кидает дальше. Но я бы вам советовал делать проводку вдоль борта. В форме восьмерки или бесконечности, если хотите. Не вынимаем приманку из воды. Увидел, что щука провожает. Подводим, делаем восьмерочку. И вот как раз вот на этом развороте щука решает, что пора. Что это ее последний шанс и хватает вашу блесну. Почему это происходит? Ну, я думаю, что у щуки в этот момент просто взрывается мозг. Инстинкты перевешивают осторожность, недоверие, и она просто вваливается, реализуя свой последний шанс. И это тот такой мощный валидольный момент, когда сердце останавливается, и потом руки, ноги вот так трясутся, но он того стоит. Скажи мне, какой твой выбор сегодня? Будешь продолжать вестись на происки маркетологов? Продолжишь верить в магию дорогого пластика и надеяться на чудо? Но если ты решил попробовать ловить на легендарные железяки, решил перенять дедовский опыт ловли на атом, тогда посмотри вот этот ролик, и я покажу, как на основе современных знаний физики прокачать эту блесну ассистами и не только добиться поклевки рыбы, а успешно ее вывести на берег, сфоткаться и потом целый год за рюмкой чая хвастаться своим трофеем. Хорошей рыбалки, парни, и очень злых поклевок.